Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 20 по 26 июля. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе. Для экономии времени колоды уже перетасовала. Основная колода и дополнительная у нас здесь есть. Я раньше так делала, не знаю, почему перестала. Сейчас снова попробуем таким вот образом расклад наш делать, чтобы было чуть-чуть быстрее, короче, видео. Напомню также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень вам в этом признательна. Итак, давайте посмотрим, что же получается у скорпиончиков. Первая карта у вас карта туза жезлов. Замечательная карта. Начало недели. Туз жезлов. Затем вторник. Верховная жрица. Среда. Карта Солнца, самая, наверное, позитивная карта, в принципе, в раскладах. Да, она-то так прям освещает расклад, она у вас еще прям в центре выпадает, да, в среду. Среда формирует человека, да, как в том анекдоте. Вот у вас среда, собственно, с Солнцем, она формирует всю неделю. Благодаря этому солнышку, которое здесь появляется, тут же восьмерка жезлов в четверг, шестерка пентаклей в пятницу, отшельник в субботу. И девятка жезлов в воскресенье. Ну давайте посмотрим. Первая карта у вас в принципе очень хорошая. Это туз жезлов, это новое начинание. И по шестерке пентаклей, которая здесь у вас также в пятницу повторяется, с тузом жезлов в понедельник. Шестерка пентаклей может показывать какое-то решение кому-то помочь, решение принять от кого-то помощь, решение сбалансировать какой-то момент отдачи получения, да, то есть баланс в этом достичь. Могут быть какие-то новые начинания, там спонсировать какой-то проект или вложиться в какое-то дело, или в принципе осуществить какие-то перемены, которые связаны там с тем, чтобы ну вот куда-то вложить деньги, да, или что-то вложиться, на что-то потратиться. Может быть, кому-то помогать, опять-таки, потому что это все, что касается благотворительности, меценатства, может быть, какого-то совета даже, то есть желание дать кому-то совет или воспользоваться чьим-то советом. Кто-то советовал поступить вот таким вот образом, вы принимаете решение, действуете. То есть туз жезлов — это новое начало действия. По верховной жрице, карте, которая говорит о мудрости прежде всего, возможно, вы здесь пытаетесь поступать мудро, действовать благоразумно по верховной жрице, здесь стараться сохранять во всем гармонию, быть терпеливыми, там, спокойными, да, можно так сказать, также прислушиваться к своей интуиции, то есть не только основывать свои решения на опыте или знаниях, как ну, книгу Таро она держит, да, Торы, а, собственно, да, она принимает решения еще потому, что она имеет связь с духовным, с высоким, и она умеет правильно находить вот эту золотую середину. Она между двумя этими столбами находится, соответственно, черным-белым. Она находит золотую середину и равновесие между двумя какими-то вопросами или возможностями, соответственно, по этой карте. Ну, карта Верховная Жрица очень часто еще показывает какие-то секреты, тайны, что-то, что может быть скрыто, что вы скрываете, но может выйти на поверхность, потому что дальше все равно идет карта Солнца, которая освещает, проясняет ситуацию. Давайте посмотрим на Верховную Жрицу. Здесь же еще есть тройка кубков, как сопричастность с другими людьми, возможность вместе с ними сообща что-то делать, совместные какие-то дела, может быть, которые вы не особо разглашаете, но вот там втроем, допустим, в компании какой-то делаете. Также по тройке кубков здесь успех, которого вы достигаете через мудрое решение по Верховной Жрице, и также ощущение гармонии в общении с другими людьми, гармоничного общения, позитивного, да, дружеского общения, какого бы то ни было общения, но очень хорошее, радостное здесь переживание. Дальше идет карта Солнца, такая, да, хорошая, позитивная карта для вас, двойка жезлов, показывает ваше оптимистичное видение будущего. Возможно, вы здесь смотрите вдаль и очень позитивно настроены по Солнцу, очень ясно себя четко представляете дальнейшую картину, что вы будете делать, может быть, куда вы поедете, потому что здесь глобус, автобус, этот она смотрит вдаль. Может быть, здесь речь о том, что вы принимаете решение, делаете выбор, потому что двойка жезлов — это два варианта, это две возможности, но с картой Солнца вы четко понимаете, что вам нужно, что вы выберете, то есть как будто бы ясное видение происходящего, четкое понимание дальнейших шагов, которые вы будете здесь
сделать по этой двойке жезлов. Если вы в чем-то проявляли интерес и думали, какое решение принять, какой вариант выбрать, то здесь вы понимаете действительно, какой вариант лучше. И карта восьмерка жезлов, которая говорит о быстрых, стремительных изменениях в вашей жизни, о динамике, которая здесь происходит в четверг, вместе с королем кубков. Очень много оптимизма, радости, позитива с этим связано. И вашей водной энергии, скорпионы, которая показывает, что вы здесь максимально эмпатичны, любезны, да, у вас вот много вот этого проявления своих чувств в том, что вы делаете, соответственно, и вот эта динамика, она вам как будто бы на руку, вам нравится то, что здесь происходит, все так динамично, может, вы куда-то едете, может быть, решение быстрое, которое вы принимаете, оно здесь вот вам очень нравится, да, вы вдохновлены этим действием, вот здесь очень хорошие какие-то события, и шестерка пентаклей, которая есть в пятницу, которая показывает взаимный обмен вами с кем-то, вы что-то отдаете взамен, что-то получаете. Может быть, кому-то что-то дарите. Кстати, интересно, потому что у вас тут был туз жезлов с шестеркой пентаклей, дополненный в пятницу, шестерка пентаклей, дополненная тузом жезлов. То есть, по сути, та же самая комбинация, просто в другом как бы порядке. Но смысл практически не меняется. Просто здесь больше акцент именно на обмене. То есть тут решение, действие, здесь больше на обмене и понимании, что так будет лучше. Вы как будто загораетесь идеей вот этого взаимного обмена, там энергией, чем-то материальным или каким-то советом или какой-то помощью, да, то есть вот вы готовы к этим переменам, готовы использовать эти возможности. Дальше идет отшельник, это какое-то уединение, отстраненность, возможно, желание побыть больше в одиночестве. Здесь десятка пентаклей, может быть, какая-то отстраненность от кого-то из ваших родственников, может быть, вам что-то предлагают родственники, вы от этого отказываетесь, или к ним приехать в гости, вы, допустим, отказываетесь, предпочитаете побыть дома одни в этот день, или здесь какой-то по отшельнику, как, знаете, такой момент, где вы чувствуете себя как отстраненным, уединенным. Может быть, они вам почему-то здесь в чем-то отказывают или как будто бы отдаляются от вас, поэтому отшельник, то есть ощущение отшельничества, отдаления по десятке пентаклей. Но также в целом здесь вот какой-то духовный рост может происходить в этой ситуации и мудрость. Поэтому если мы говорим с десяткой пентаклей, здесь может быть мудрое решение, какое-то искание мудрое, которое вы здесь проводите для того, чтобы решение принять важное, касающееся благополучия семьи, финансов семьи. И карта девятка жезлов, карта преодоления каких-то препятствий, может быть, каких-то ограничений в вашей жизни. Вы здесь по восьмерке мечей можете накручивать себя и сталкиваться с какими-то своими убеждениями, препятствиями. Вы можете по восьмерке мечей много из-за чего-то переживать и из-за этого ограничивать себя в действиях по девятке жезлов, то есть проявлять упрямство в чем-то. Вот, да, какое-то, может быть, плохое настроение, плохое вот здесь состояние, стечение обстоятельств, да, которое вызывает у вас чувство, что что-то пойдет не так. И это как-то вас угнетает немножечко и нагоняет страхи, нагнетает страхи. Вам хочется отгородиться от этих переживаний, вам хочется себя защитить от того, что здесь происходит у вас, как будто бы вам это не совсем нравится, то, что здесь происходит в воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для скорпионов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.